Так вышло, что христианство – основное вероисповедание нашей части земли. Может, это просто традиции наших предков, а мы переняли их опыт по наследству? Или Иисус Христос на самом деле тот, за кого себя выдавал? То, что Иисус на самом деле историческая личность, у нас не должно вызывать вопросов. Документов об историчности Иисуса Христа больше, чем о Юлии Цезаре. Никто же из нас не подвергает сомнению историчность существования Юлия Цезаря. Настоящий вопрос не в том, был ли Иисус, а воскрес ли Иисус после смерти. Ведь в конце концов Иисус мог быть просто хорошим парнем, который много учил о любви и прощении, не будучи при этом Богом. Но если Он реально воскрес, то значит все, о чем Он говорил, правда? Некоторые думают, что воскресение — это миф, или у Его учеников были галлюцинации, или вообще воскресение — это заговор. Давайте с вами подумаем о некоторых из этих фактов. После воскресения Иисуса видели сотни людей. Утром, вечером, стоящим, идущим, говорящим. Он являлся малым и большим группам людей. И потом эта толпа людей пошла по миру рассказывать о том, что они видели. Например, описывая события спустя 15-20 лет после воскресения Христа, апостол Павел напишет следующее. Он явился Петру и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Павел пишет это, когда очевидцы событий еще живы. Если бы он лгал, они бы вряд ли приняли его послание. Да и вообще, было бы глупо проповедовать о воскресении среди тех, кто легко может опровергнуть его, даже просто предоставив тело Христа. Учитывая то, что данное событие получило большую огласку, разумно предположить, что найдется хотя бы один историк или очевидец, который засвидетельствует на все времена, что он видел тело Христа, и что история воскресения — фейк. Но таких оппонентов не нашлось. Наоборот, люди того времени в один голос заявляли о том, что был некто Иисус, учитель, который творил чудеса и исцелял больных. Но, может, тело Христа просто украли? Давайте предположим, что ученики украли тело Христа и тайно его похоронили, а всем остальным начали говорить, что Иисус воскрес. Но эта версия опровергается тем, что иудейские лидеры, выступавшие против Христа, настолько опасались похищения тела, что уговорили римлян выставить у его гробницы многочисленную группу охранников, состоящую из 16 воинов. Наивно предположить, что ученики обошли на цыпочках всех охранников, стали невидимыми для охраны перед самой гробницей и затем откатили камень весом от 1,5 до 2 тонн, о котором в тот же день было сказано, что и 20 человек не смогли его сдвинуть. И да, не забывайте, что люди, которые видели Христа воскресшим, никуда не делись. Возможно, вы скажете, что это были галлюцинации. Галлюцинация — это индивидуальное явление. Ребят, а за кого вы болеете? На поле никого нету. По своей природе каждая галлюцинация присуща только одному конкретному человеку. Очевидно, что галлюцинации не могут быть у такого большого количества людей. Выходит, что с учениками Христа должно было произойти что-то реальное, что-то, что радикально изменило их жизнь. Давайте немного отвлечемся и перенесемся в США, 70-е годы. Вспомним Уотергейтский скандал, который закончился отставкой президента Ричарда Никсона. В ходе президентской избирательной кампании было обнаружено, что ряд некоторых лиц попытались установить подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне. Чак Колсон, бывший подручный в администрации президента, который был увлечен в скандале Уотергейта, обратил внимание на то, насколько трудно нескольким людям поддерживать одну и ту же ложь в течение длительного времени. Теперь подумайте, 12 апостолов свидетельствовали, что видели Христа воскресшим, а затем в течение 40 лет, ни разу не отрекаясь, проповедовали, что это правда. Всех их избивали, мучили, забрасывали камнями, бросали в тюрьмы. Они не выдержали бы этого, если бы это не было правдой. В Уотергейте было замешано 12 наиболее влиятельных лиц в мире, которые в своей лжи не продержались и 3 недель.
Факт, что 12 апостолов, а также более 500 очевидцев продолжали лгать в течение 40 лет, абсолютно несопоставим с действительностью. Но есть еще одна интересная деталь. В истории с обнаружением пустой гробницы фигурируют женщины. И именно они первыми прикасаются к Иисусу и говорят с Ним. Вы должны помнить, что в первом веке женщины не имели прав и особого социального статуса. Если заговорщики рассчитывали на успех своего обмана, то должны были сделать ключевыми лицами мужчин, которые первыми бы увидели живого Христа. Добавьте к этому то, что апостолы, первые проповедники христианства, не показывают себя с лучшей стороны. Ведь именно мужчины проявляют неверие и слабость в библейских историях, в то время как женщины остаются верными. Например, самый образованный из учеников Иисуса, Иуда, предал его, а самый сильный из учеников, Петр, отрекся от него. Остальные ученики, за исключением Иоанна, обратились в бегство. Его последователи были героями, когда он потрясал мир, но оказались трусами, когда мир обрушился на него. Если бы ты решил создать религию, зачем себя описывать в таком невыгодном ракурсе? Разве ты не воспользуешься возможностью запечатлеть себя в истории с лучшей стороны? Почти все ученики Христа приняли мученическую смерть. Как они могли пойти на страдания за ложь, если знали, что сами же украли тело Иисуса? Разве это не сумасшествие? Как писал Пол Литтл, люди пойдут на смерть за то, что считают истиной, хотя это может показаться ложью, но они не пойдут на смерть за известную им ложь. Поведение учеников Христа соответствовало истинной вере в то, что их учитель был жив. Вы видели когда-нибудь группу людей, которые, имея семьи, традиции и в целом культуру, в один момент меняют взгляд на жизнь и, более того, готовы умереть за это? Должно быть, в жизнях этих мужчин и женщин произошло что-то такое, что кардинально изменило их взгляд на жизнь. Воскресение не могло быть выдумкой, легендой, галлюцинацией или заговором. Возможно, потому что Иисус на самом деле воскрес. Христианская вера и факт воскресения Христа из мертвых оказали самое значительное влияние на человеческую цивилизацию, да и на весь современный мир. Люди, которые отвергают воскресение Христа из мертвых, оказываются в парадоксальном положении. Они утверждают, что событие, которое сформировало этот мир, на самом деле никогда не происходило. Почему бы тебе не исследовать факты самому? Или написать нам ниже. Подписывайся, ставь лайки, жди следующих выпусков. До встречи!